Здравствуйте! Это видео о книге, которую Гознак выпустил к своему 200-летнему юбилею. Точнее, даже не о книге, а в двух томах одного издания. Вот они перед вами. Вот так вот выглядят. Даже, наверное, вот так вот лучше показать. Очень солидное и объемное издание. Первый том посвящен первому столетию, второй том, соответственно, более толстый даже, второму столетию. И на обложке, собственно, это тоже хорошо видно. 1818-1918, соответственно, 1919-2018 годы. Ну, в общем, не знаю даже с чего начать. Такой серьезнейший труд. Но давайте оставлю первую книгу пока, вторую отложу. Я на своем канале уже делал обзоры изданий, посвященных столетнему юбилею, 150-летнему юбилею, 175, 190 лет. То есть это уже получается пятый ролик о книгах, которые в том или ином виде издавались Гознаком к своим юбилейным датам. И вот, наконец, мы дошли до самого объемного и до самого, вот так вот даже можно еще показать, до самого серьезного на текущий момент издания. Здесь вот краткая характеристика, описание. Оно, по-моему, было вот так зашито, когда в пленке лежали книги. Но не буду на этом сильно останавливаться. Давайте полистаем, наконец. Ну, конечно, опять же, такое издание как-то осветить полностью вряд ли получится. Можно только аккуратно пролистнуть. Давайте начнем с первых особенных специальных страниц, да, которые вот перед вами. Здесь у нас металлографский оттиск. Очень хорошо видно по оборотной стороне. Металлографский оттиск изображения аналогичному тому, которое мы знаем по 50 тысячам 95 года или по 50 рублям 97 года в любых модификациях. Городская серия. Давайте посмотрим поближе. Я надеюсь, что хорошо видно. Это такое увеличенное металлографское изображение. Не полностью оно совпадает с оригинальным изображением на банкноте, как видите. Как минимум здесь вот человеческие фигуры убраны, которые явно должны были сюда попасть под деревом, да, под вот этим, ну и так далее, по мелочи. Но в целом очень здорово, очень круто, что такие странички добавлены в это издание. И второе, это такой большой красивый водяной знак в виде изображения Александра Первого. Это, собственно, неправильное зеркальное отображение. Правильно смотреть с этой стороны, но у меня свет с другой стороны, поэтому по-другому вряд ли получится показать. Но видите, да, какой в полный лист. Огромное красивое изображение. Вот. И, соответственно, 2019 год выпуска. Сколько у нас здесь тираж? Это даже второе исправленное издание. 3000 экземпляров. Может быть, в 2018 году было первое издание. Это второе уже как бы для продажи в розницу. Я покупал прямо вот в магазине Московского монетного двора в свое время. Тоже выполнено в виде летописи. В принципе, можно проводить аналогии, конечно, с изданием 2008 года к 190-летнему юбилею Гознака. Я об этом уже говорил в нескольких своих видео, что они перекликаются между собой, пересекаются, даже по тексту зачастую совпадают. И, ну, я не буду сравнивать прям дословно, но некоторые заметки прям очень-очень либо близки, либо один в один. Но видно, что текст переработан и что-то исправлено. Здесь еще больше иллюстраций. Иллюстрации по возможности еще большего и лучшего качества. Что-то, чего там не было, да, вот польские банкноты. В том издании их вообще не было. И так далее. Вот такое издание. Ну, наверное, вот мы впервые видим такого объема, такого качества. Давайте я что-то, если попадется интересное, покажу. Вот это серия банкнот уже как бы дублирует книгу
2008 года. Радужка. Ну, такие потрясающие изображения, да, вот формы для изображений портретов. Водяные знаки. Проекты банкнот. Ну, по проектам, как я уже говорил, конечно, надо в первую очередь ориентироваться на книгу Андрея Богданова, деньги которых не было. Но в целом и здесь вот какие-то изображения тоже присутствуют. И проекты, и разные типа календари опять. Вот такое издание. Вообще, если мне нужно в каком-то вопросе более там детально разобраться, я просматриваю эти книги, эту книгу и книгу 2008 года как официальные источники информации, для себя, по крайней мере. Хотя они, конечно, отчасти только научные, наверное, все-таки не в таком популярном стиле написано, но все изображения, надо полагать, являются оригиналами. Вот этого точно не было в книге 2008 года. Ну, красота, красота, что говорить. Вот это вот изображение логотипа Гознака. Его можно, кстати, вот показать. Вот такой вот жетон. Всем известный, наверное. Я, как вы знаете, не нумизмат, но когда покупал книгу, вот один из редчайших случаев, когда я купил себе что-то такое металлическое, ну, просто на память. Это не является какой-то редкостью. И здесь вот как раз вот это вот изображение логотипа экспедиции заготовления государственных бумаг на фоне надписи 1818, а на обороте 2018 и современное изображение логотипа. Ну, знаете, наверное, этот жетон. Так просто для иллюстрации немного. Вот. Ну, много чего было выпущено, собственно, Гознаком к своему юбилею разной продукции. Вот эти вот книги. Не знаю, у меня лежат у детей книги, конечно, репринтные, но советского выпуска. Но тоже гознаковские, с иллюстрациями Билибина, Ивана Яковлевича. Вот он, его портреты, его книги. Можно, кстати, отдельно. Но это уже к банистике совсем не имеет отношения, но можно было бы и по ним сделать обзор. Я пытался собрать там по максимуму из всех доступных этих изданий. Вот эта азбука тоже переиздавалась уже с стихами поэтов Серебряного века в наше время, но с теми же иллюстрациями. Очень-очень роскошное издание. Не знаю, на чем здесь можно остановиться подробнее. Документы по утверждению кредитных билетов, увеличенные изображения, всем нам известные. Здесь, собственно, нечего особо комментировать. Вот. Оттиски. Ну, потрясающее издание, потрясающее по качеству, по объему информации, по иллюстрациям в первую очередь. Опять деньги, марки, как всегда. Ну, понятно, в период войны. Думки, керенки. Почему-то здесь такого качества деньги, марки. Не очень приглядные. И вот обложка издания к столетнему юбилею экспедиции. Тогда оно было выпущено в сокращенном виде, как такой небольшой очерк. И только в полном объеме, только в наше время было издано. Ну, с такой же похожей обложкой. Я его показывал у себя. Так, это у нас первый год. Первое столетие, извините, не первый год, а первое столетие Гознака. И вот второе столетие Гознака. Более увесистый том. Наверное, тоже так же полистаем немного. Посмотрим эти красивые странички в начале. Здесь у нас, смотрите, Москва.
Фрагмент изображения на банкноте номиналом 100 рублей 47 года. Давайте посмотрим 100 рублей 47 года. Например, вот эту. Вот ее оборотная сторона. Давайте сравним. Надо сказать, что это не полностью, ну, там, воду и набережную берем чуть-чуть. Это не полностью это изображение. Я посмотрел, здесь можете обратить внимание на флаг. Флаг, как я понимаю, изображен российский. И он направлен, да, по ветру в другую сторону относительно оригинального изображения. Если мы говорим, что это копия, но это не копия, да, деревья по-другому расположены. Вот здесь вот колокольня. Наверное, колокольня Ивана Великого. Я не знаю, здесь что должно быть видно. Но здесь вот она тоже изображена, но чуть-чуть по-другому. То есть это близкое изображение, так, по мотивам, скажем так, но не точно. Не знаю, насколько это будет хорошо видно как-нибудь. Так вот. Ну, пишут, что прям вот фрагмент изображения на банкноте номиналом 100 рублей. Ну, не будем придираться, но это не точно тоже изображение. И плакат «Дошли» 1947 года. Работы Головина. Вот такой достаточно известный плакат советский, послевоенный. Дойдем до Берлина и дошли, соответственно, как перекликаются два плаката. Тоже отлично, очень круто, круто сделанный водяной знак огромный. Вот здесь, соответственно, уже текущее изображение логотипа госзнака. Вот оно. 20-й год, вообще то 19-го года, это 20-го года, тоже второе издание. Второй век истории. Пятаковки. Крокодил. Давайте, здесь это, понимаете, невозможно все просмотреть. Что-то, если сейчас попадется, мне интересно. О, вот можно вот это посмотреть, 38-й год. Еще более широко освещена тема разработки этих изображений по сравнению, имею в виду, с 2008 годом, с книгой 2008 года. Видите, здесь уже все фотографии, которые использовались в дальнейшем Иваном Ивановичем Дубасовым для изображения этого красноармейца. И окончательный вариант, то есть все варианты. И 5 рублей. Тоже известная история, только где здесь итоговая версия. Итоговую версию не показали почему-то. Промежуточные все есть, итоговых 5 рублей нет. Интересно. Вот, видите, насколько роскошно все иллюстрировано, насколько много места. А вот она, вся серия здесь, в этом виде. Насколько много места тратится на иллюстрации в этой книге. 25 червонцев, пробный оттиск. Да, чего не было выпущено. Филателия военная, награды. Это тоже госзнак. Я даже не знаю здесь, на чем остановиться более подробно. На банкнотах, наверное, да, выбранные варианты. Красным карандашом, который Сталин отмечал проекты, которые ему понравились, и он утверждал, да, как вот указано здесь. Ну, собственно, эти проекты были реализованы впоследствии, мы их знаем. У нас в альбомах они лежат. Так, чтобы не повредить книгу. Теперь вот так вот лучше положить. И давайте, наверное, та же история, то, что меня интересует. Посмотрим, как здесь отражены рекламные банкноты госзнака. Современные. Тоже какие-то проекты городской серии. Видите, как развернуто дано. 100 тысяч не выпущенные. Бумажные деньги, только с синей обложкой. Я показывал ее с красной. Ну, давай, книги я уже показывал в своем предыдущем выпуске. По книге к 190-летию. То есть они все здесь тоже, естественно, проходят
Также банкнота с Тургеневым 2000 года. Давайте здесь уже новейшую историю посмотрим, как опять источник, официальный источник информации о рекламных банкнотах Госзнака, как это здесь представлено. Очень много фотографий таких юбилейных, с разных юбилеев, то есть относительно людей, работников. Рекламные банкноты 2004 года, Репин и Толстой. И Пермская печатная фабрика, 40 лет. 2005 год, соответственно, 60 лет Победы и банкнотная бумага рекламная. Я по ней сделаю или уже сделал отдельный ролик. Проекты 5000 рублей. Когда по ним появилась информация, было очень интересно порассматривать. Часто по ним уже и статей много, и в экспозиции музея в Петербурге они есть. 2007 год. Божественная комедия Данте и Сергей Павлович Королев. 2008 год, соответственно, вот книга, о которой я уже несколько раз говорил сегодня, сейчас в рамках этого ролика, к 190-летию, выпущенная. И по ней я делал, как повторюсь, уже отдельный обзор. Банкнота печать истории, банкнота Якоби, банкнота Блинсгаузен. 3 банкноты 2008 года. Интересно, что в той книге было только 2. Это и это. А это, видимо, на момент печати книги была еще не выпущена. Вот. Что у нас с вами дальше идет? 9-й год. Это Галина Уланова. Одна из таких тоже сложных с точки зрения коллекционирования. Огромное количество вариантов по этой банкноте. Очень сложно собрать там хоть как-то. Открытие музея, ну или реставрация, наверное, здесь потом открытие. Все мы прекрасно знаем, этот музей один из лучших музеев денег, музей истории денег, да, который вообще, вот я достаточно много где был в таких музеях. Конечно, музей в Петербурге просто потрясающий. Вот они, банкноты 2010 года, Галина Уланова и народные промыслы. Здесь, кстати, довольно много информации о банкнотах и продукции печатной для других стран. Ливан, Ангола там была и так далее. Йемен. Много посвящено монетам, много маркам. 13-й год. Очень сложная для коллекционирования банкнота. 195 лет Госзнаку. Очень сложная. То есть у меня там очень много их и по вариантам. И я не знаю, сколько их всего. Тринадцатый год. Первая памятная банкнота. А вот она, видите. Ангола банкноты. Камбоджа. — 2015 год. Русский авангард. Рекламная банкнота. Вот так вот здесь отражена. Вот они, 2 изображения, да, которые я уже на своем сегодняшнем жетоне показывал. Показана преемственность, что вот грифон или орел вот с этими 2 инструментами для создания оттисков. Опять музей, открытие, да, музея.
интересное, да, исследование, когда наконец разобрались, откуда взята была основа для создания 250 тысяч рублей думских 17 года, да, с монгольских проектов, которые для Монголии готовились. До этого сколько копий было сломано обсуждений, почему именно такие изображения на них. Банкноты 2017 года, что-то у нас не очень много тестовых банкнот здесь. 18 год. И вот она, банкнота, посвященная 200-летию Госзнака, выпущенная, ну, собственно, в тот же юбилейный год. Наверное, на этом все на самом деле, потому что здесь дальше идет небольшое исследование. Дальше очень много фотографий, посвященных празднованию. А, нет, есть еще у нас банкнота, посвященная столетию Московской печатной фабрики. Московская печатная фабрика по сравнению с Пермской не сильно нас радует количеством рекламных банкнот. Вот, и банкнота 200 лет Госзнаку. Вот, а дальше, как я уже сказал, в конце здесь у нас небольшой очерк по истории Санкт-Петербургского монетного двора. Вот такая книга, такие 2 тома, посвященные 200-летию, 200 годам истории Госзнака. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо, что посмотрели. Увидимся.